Всем привет! Сегодня мы поговорим на такую тему парфюмерную с вами. Тема будет это ароматы, к которым у меня не тянется рука. Мы обсудим каждый аромат, почему так происходит, что тому виной. И для начала поговорим о том, как обычно мы выбираем ароматы. Ну, я буду говорить о себе, конечно же. Я выбираю ароматы двумя способами. Например, читаю отзывы на фрагрантике о том или ином аромате, который меня заинтересовал по нотам или по каким-либо обзорам, просмотренным на ютубе. И я читаю мнения людей. Иногда эти мнения, конечно, бывают очень разными. Одному слышится там какая-то сладкая карамелька, другому слышится, грубо говоря, там что-то очень плохое и неприятное. То есть уже тут мнения разделились, и будет трудно определиться и понять, понравится ли это мне. Бывает так, что все нахваливают аромат по отзывам, но опять же парфюм это очень индивидуально, и его восприятие у всех людей разное. Поэтому если даже нравится большинству, мне опять же может не понравиться. Поэтому выбирать по отзывам это, конечно, может показаться таким неблагодарным делом. Ну, второй способ это, конечно, купить какой-то отливантик или пробник и поносить на себе аромат. Это, казалось бы, больше дает нам информации, но опять же, при покупке полного флакона мы можем купить уже более новую версию, переформулированную, и она может отличаться от того отливанта, которым мы пользовались для затеста. И опять же, по этой причине может возникнуть такая ситуация, что в итоге аромат не оправдает наши ожидания, и будет у нас простаивать, будет редко использоваться. Ну, у меня таких ароматов не слишком много, как видите. Есть какие-то в миниатюрах, какие-то уже в полных флаконах. И сейчас мы обсудим каждый аромат. И я попытаюсь понять вместе с вами, почему так произошло. Аромат, который мы обсудим, будет вот этот вот Deep Night. Так, это Ghost, это, видимо, производитель. Аромат называется Deep Night. Это 10 мл миниатюра, она без распылителя. Этот аромат, он вообще является, не знаю, клоном или нет, но похожим на классический Poison от Dior. Мне этот аромат нравится. В нем есть такая и сливовая нота, и такой он и сладковатый, но не приторный, не гурманский. Такой больше он фруктово-древесный, я бы сказала. Но вот почему-то что-то в нем есть такое, он более нуарный аромат. И мне кажется, он создает какой-то такой вот больше готический образ, возможно. И он подойдет человеку, который, возможно, любит одеваться во все черное, вот в таком образе себя представляет. Поэтому, мне кажется, он создает немножко такое, что ли, ну, не скажу, что прям грустное настроение, но такое меланхоличное, так назовем. И мне кажется, что еще форма флакона как-то тоже вот влияет на его восприятие. То, что вот он не в обычном таком вот флаконе в виде какого-то классического такого аптечного пузырька, да, а он имеет вот такую вот нестандартную форму. И тоже, мне кажется, это влияет на его использование, на желание им пользоваться. Каким-то образом форма флакона тут, мне кажется, не совсем... Она красивая, все вот как арт-объект, это очень красиво и интересно вот на первый взгляд. Но вот при пользовании, мне кажется, что форма как-то тоже, она то ли неудобно в руку его брать, то ли, я не знаю, мне кажется, форма тоже как-то немножко... Просто как статуэтка где-то на полке, очень красиво и оригинально, но как флакон именно для духов, тут, мне кажется, немножечко маркетинг не совсем выбрал правильную форму. Ну, вот так вот. Такие причины я вижу, почему я им не пользуюсь. Я же начинаю сейчас, да, копаться в себе и думать, а почему все-таки этот аромат, который, в принципе, мне нравится, почему он редко используется. Ну, вот такие причины я нашла. Покопавшись в своем подсознании, да, проведя сеанс гипноза, нашла такие причины. Следующий аромат, о котором поговорим, это будет Insolence. Ой, что такое, не могу открыть. Только что открывала, не могу открыть. Insolence, парфюмированная вода. Тоже очень красивый флакон, тоже такой вот прям арт-объект для меня, очень такой интересный. Аромат я покупала после разнашивания от Левантика, но вот в чем дело получилось. От Левантик был
э, туалетной воды Insolence, а это парфюмированная. Ну, я знала, что есть какая-то разница, но вот когда мне по хорошей цене вот встретился, я увидела, что продается вот такой флакон, остаток во флаконе. Ну, я подумала, что там различия, возможно, не слишком большие, и решила его приобрести. Но оказалось, что различия все-таки есть. Туалетная вода более фруктовая, там больше вот эта малина, ягоды больше проявляются. Она более такая легкая, шлейфовая. А парфюмированная вода, она более пудровая, будуарная. Это как запах косметички, вот этой такой более тяжелой пудры, которая окутывает вас. Она так сидит близко, мне кажется, к телу. И, в общем, вот этой легкости и ягодности мне в ней здесь не хватает. Тоже поэтому одно время я попользовалась после приобретения, потом как-то у меня к ней немножко так поугас интерес. Вот такие вот дела произошли с Insolence. Я знаю, что это очень любимый многими блогерами аромат. Многие выбирают именно парфюмированную воду. Ну вот мне, наверное, ближе туалетная. Если будет возможность, конечно, купить туалетную, я куплю. Думаю, что она мне больше полюбится. Ну, это, конечно, не отрицаю, что классный аромат. Один из таких вот шедевров, если можно так выразиться, в парфюмерии. Ну, вот немного он как-то, получается, что тяжеловат, что ли, и имеет немножко, ну, какую-то ретро-ноту он имеет, получается, в связи со своей вот этой вот такой выраженной пудровостью. Следующий аромат – это Фрэнк Бакле. Это кашмир. Тоже остаток во флаконе покупала. И покупала я его как аналог, ну, то, что я прочитала на фрагрантике. Мне хотелось вообще табака, аромат от Фрэнка Бакле. Был у меня от Левант. Но я прочитала на фрагрантике, что вроде как кашмир очень похож на табак. Но тоже не тут-то было. Ну, тут я, конечно, использовала, наверное, столько, сколько осталось, но он показался мне более таким маскулинным, чем хотелось бы. Более как бы в мужскую сторону, возможно. И на табака Фрэнк Бакле он не особо похож. Почему? Потому что в табака там есть вот эта остренькая такая свеженькая нота в начале, которая передает то ли бергамот, то ли имбирь. Вот такая какая-то остро-свежая нота. Здесь этого нет, здесь более такой округлый аромат, такой древесный. Это какой-то огонь в камине, возможно, какая-то бочка с вином. Вот здесь алкогольность, древесность и вот это вот все. Это вроде как бы и осенняя такая тема. Осенью его хорошо носить. Да, аромат такой осенне-зимний. Он и согревающий, по идее, должен быть, такой тоже создающий такое вот настроение, возможно, тоже немного меланхоличное. Ну, в принципе, классный аромат, мне нравится, но, возможно, действительно не хватает немножко вот какой-то женственности. Слишком он маскулинный, как мне показалось. Да, и на табако, конечно, немножко мои ожидания он не оправдал. Следующий аромат — это Paco Rabanne Ultraviolet. Это вот такой тоже флакон, похожий на какую-то летающую тарелку. Да, здесь вот много, да, таких собралось вот 3 флакона, которые не имеют классической формы, а такое более что-то такое надуманное немножко, да, ну, как ни странно. Этот аромат тоже у меня был от Левант, я разнашивала, и такой, он создавал такое жизнерадостное настроение, такой веселый, легкомысленный вроде как, но тоже иногда он выдает какую-то такую химозную ноту. Это фиалковая пудра, это аромат вообще ирисово-фиалковый. Но вот эта химозность, которая иногда в нем проявляется, и она начинает как-то сверлить мозг. Вы знаете, это то ли похоже на какой-то луч яркого света, который бьет в глаза, вот хочется зажмуриться, или вот ну, что-то вот похожее по эффекту. Я не знаю, вы что-то поняли или нет из моего этого сравнения, но вот что-то такое вот бывает в нем, что начинает утомлять меня. Вот так я скажу. Хотя тоже аромат интересный, необычный, но иногда вот слишком такая необычная эта нота. Он схож с чем-то, да, по настроению, вот как Insolence Guerlain, тоже фиалковая пудра, и здесь тоже фиалка. Но если Insolence, он больше в ретро, скажем так, сторону, ну, это не в плохом смысле ни в коем случае, но он все-таки с
сторону косметички, а вот ультравайолет, он больше в такую современную сторону. Вот такие у них как разные полюса. Хотя и тот фиалковый, но полюса разные. И вот ультравайолет, он какой-то слишком, что ли, необычно звучит, если Insolence это конкретно, да, вот мы знаем, что пудра, будуар, косметичка, то ультравайолет непонятно чем пахнет, понятно, да, что какие-то цветы, фиалка. В общем-то, химозность какая-то необычная в нем вылезает, которая, видимо, призвана вот сделать его таким вот солнечным и ярким. Но вот эта яркость прям как-то иногда вызывает что-то вплоть до головной боли. Не всегда, но бывает такое, поэтому тоже к нему как-то рука не сильно тянется. В основном весной я его ношу, а вот в другие сезоны как-то уже он меня как-то не сильно привлекает. Следующий аромат это будет вот этот, видимо, Juicy Couture. Это первый аромат был у бренда Juicy Couture. Вот, казалось бы, да, Juicy Couture это вот эти легкомысленные молодежные спортивные костюмы, вот эти бархатные для таких молодых девушек, кокетливых. Но вот этот аромат, он почему-то для меня тоже, он кажется более возрастным. Я не знаю, почему именно такой аромат стал первым у этого бренда. Все-таки это более молодежный бренд, а аромат, он, да, он такой, в принципе, как вам сказать, передает в каком-то смысле настроение этого бренда. Вот это то, что эти костюмы, они такие более вычурные, да, они не минималистичные. Вот и этот аромат, в нем очень богатая пирамида, много разных нот. И вот он тоже как-то уходит немного в какую-то ретро-ноту, ну, вот этим своим звучанием для более возрастной женщины. Вот кажется, что больше вот он моей маме бы подошел. Такое создается впечатление, когда я его наношу на себя, что он, ну, как-то не соответствует образу молодой женщины, а более как будто бы для постарше кого-то. Почему-то я вот на себе его вот как-то не вижу. Вот половину почти использовала, но это за, наверное, уже года 4 он у меня, поэтому не сильно часто тянется рука, как вы понимаете, ну, потому что все-таки хочется еще себя ассоциировать с более молодым возрастом. Но этот аромат как-то для меня немножко такое создает более настроение такой солидной дамы. А у меня таких вот и образов, и какой-то одежды под этот образ у меня даже и нет. Поэтому как-то тоже немножко мимо меня. Ну, этот аромат у меня был в наборе. Там есть ароматы от Juicy Couture, которые больше мне понравились, более так свежо звучат или же наоборот более сладко. А этот такой тоже он пудровый, я хочу сказать, что он тоже немножко такой вот запах косметички, запах пудры в нем тоже прослеживается. Вот почему-то, видите, какие-то пудровые ароматы в этой подборке не единичные оказались. Следующий аромат это Versace Eros, такая миниатюрка. Ну, этот я покупала, конечно, не особо обдуманно, просто на работе там девчонки заказывали на сайте Makeup парфюмерию, и я вот тоже захотела что-то выбрать, так наугад почти ткнула и вот этот заказала на пробу. Но в итоге тоже, вы знаете, он для меня пахнет чем-то между леденец Барбарис или леденец Дюшес, вот что-то вот такое. Достаточно незамысловатый аромат, как на мое мнение. Мне кажется, он такой более для молодой девушки, более такой легкомысленный, чтобы вот просто чем-то побрызгаться. Вот почему-то вот тоже, он такой, конечно, искрящийся, что-то схожее с ароматом шампанского, вот что-то такое создает настроение, вроде как бы и немного праздничное, но все-таки это праздник такой более молодежный. Все-таки мне в нем тоже как-то не тянется к нему особо рука, потому что все-таки чего-то мне в нем не хватило, вот какой-то глубины или же чего-то такого более интересного. Казался он мне простым и девчачьим. Так. Следующий аромат это Clinique Happy Heart. Это такой свежий, какой-то горный ручей, такая летняя поливалка, можно сказать. Вот кто любит такие свежие ароматы на лето, вот этот можно порекомендовать. Но у нас летом стоит такая ужаснейшая жара, сумасшедшая просто, при которой все ароматы очень быстро слетают. Практически вот что не нанесешь, а если нанести вот такой свежак, он точно очень нестойким он оказывается в такой ситуации. И поэтому я стараюсь что-то наносить такое и не тяжелое летом, но и чтобы оно хоть как-то на мне продержалось, хотя бы там, не знаю, час-два хотя бы.
было слышно, но этот он совсем не стойко. А вот осенью, зимой его, как вы понимаете, уже вообще не хочется на себя наносить, потому что, ну, свежак как-то не актуален осенью, зимой. Поэтому как-то он мне ни туда, ни сюда. Вроде и летом быстро слетает, и в холодное время его просто уже не хочется, потому что настроение такое у него свежее, ну, такое тоже беззаботное, легкое. Ну, вот кто любит такие вот не сладкие, не тяжелые, вот это, конечно, будет актуально. Следующий аромат, заключающий эту подборку, это Noa Cacharel туалетная вода, вот 5 мл был от Levant. Тоже как-то долго я его добивала, долго не могла его закончить. Хотя вроде 5 мл это немного, но почему-то тоже, вот это тоже пудровый аромат. Вот как я уже говорила, по какой-то причине пудровые ароматы у меня, хотя я люблю пудровые ароматы, но вот именно эти почему-то попали в немилость. Ну, я уже, конечно, сказала почему. Ну вот Noa Cacharel, именно что в нем. Вот запах, ноту кофе я в нем не слышу, о которой пишут на фрагрантике. Слышу тоже такую цветочную пудру, такую легкость. Такой, он даже немного как бы и водный аромат, и пудровый, и цветочный. В общем, тоже как-то слишком, наверное, он свежо звучит. И тоже больше вроде бы на лето. Ну, как и Happy Heart, летом будет быстро слетать. В общем, как-то он тоже у меня не ко двору пришелся. В свое время, конечно, он был популярен, этот аромат. И тоже нельзя отрицать его какой-то некоторой шедевральности, знаковости, возможно. Из таких вот свежих пудровых ароматов, наверное, он один из первых таких вот популярных, да, ароматов в этом направлении, который понравился большому числу людей. Ну вот тоже как-то он, мне кажется, не очень актуально. Вот сейчас какая-то и свежесть другая, более в моде, в тренде. Как-то мы уже к другой свежести немножко перешли. А это вот пудровая такая свежесть, она, мне кажется, уже как-то отошла. И ну, на данный момент вот я бы полный флакон не хотела. Даже остаток, ну потому что все, я как-то что-то не хочу им пользоваться. Вот, кое-как добила от Levant. Вот такая получилась подборка, возможно, тема да, не очень веселая, но все-таки надо это обсудить тоже, да, какие-то, я не скажу, что это неудачные покупки, это удачные покупки, с одной стороны, и я вроде как и люблю эти ароматы, как-то просто их обоняю, я могу подойти просто понюхать этот аромат, вот кашмир, например, тоже так частенько хочется просто взять крышку и вдохнуть аромат, или же тот же ультравайолет, иногда я его вдыхаю, и такая прям цветочная вот эта свежесть какая-то, вот эта цветочная нота меня так прям восхищает. Но вот когда наношу на себя, вот что-то свербящее такое вылезает, и все, не могу вот носить, прям чуть ли не смывать хочется. Ну, не знаю, в чем прям дело. Может, как-то в другую, ну, весной, мне кажется, чуть получше, в другие времена, ну, как-то вообще не заходит. Так что, да, эти ароматы, в принципе, хочется иногда вдыхать. Insolence тоже точно так же. Иногда хочется взять просто вот послушать аромат, вспомнить, как он пахнет, и он такой вот сладостный, такой вот какой-то женственный. Ну вот на себе я уже сказала, да, как он у меня проявляется. Поэтому ароматы любимые, я не собираюсь от них избавляться. И да, наверное, там где-то пару раз в году или там, может, раз в месяц у меня возникает настроение их надеть, но, наверное, не чаще. Вот такая получилась подборочка. Надеюсь, я не испортила вам настроение этими своими какими-то рассуждениями. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, мне будет очень приятно. Напишите комментарий, возможно, напишите, какие у вас есть ароматы, к которым у вас не тянется рука, или что-то из этих ароматов у вас есть, и как вы воспринимаете эти ароматы. Мне будет очень интересно с вами пообщаться и узнать, как вы относитесь к данным ароматам. Ну, на этом всем удачи, хорошего дня и пока-пока.